Всем панкейк, друзья! Что если изоляция от всего мира идет только на пользу? Наверное, ни для кого не секрет, что КНДР – самая закрытая и обособленная страна в мире. Но вы даже не догадываетесь, что общего у нее с Канадой. Об этом вы узнаете немного позже. Сегодня в ролике мы расскажем вам обратную сторону жизни в Северной Корее и ответим на вопрос, почему жить изолированным внутри своей страны круто. Бесплатные пенаты. По законам этой страны каждой семье с детьми полагается отдельное жилье. И не какое-нибудь, а 130 квадратных метров. Примечательно, что в отличие от бывшего СССР, в многолетних очередях на получение квартир там никто не стоит, поскольку в городах ежегодно сдается в эксплуатацию множество новых домов. А рождение очередного ребенка, по законам Северной Кореи, означает немедленное расширение жилой площади. Не менее примечательно, что так называемых коммуналок нет вообще. Их отдаленное напоминание для россиян ограничивается студенческими общежитиями. Темпы же возведения недвижимости в Северной Корее очень высоки. Северная Корея настолько закрытая, что данные, статистики и прочие материалы о жизни внутри страны удается получать раз в десятилетие, поэтому многие цифры мы находим за 2012-2015 года. Многоквартирный дом в 20 и более этажей строится всего 8 месяцев, в связи с чем к началу 2012 года жители одного только Пхеньяна получили 100 тысяч квартир улучшенной планировки. Количество выданной недвижимости от государства растет ежегодно. Халява, встречайте! Единственная страна в мире, где население не платит налоги, это Северная Корея. Люди в КНДР живут счастливо и беззаботно, и даже не знают, что такое налоги. Их полностью отменили впервые за всю историю человечества. Тем не менее, КНДР получает из Южной Кореи гуманитарную помощь для голодающего населения. Эти отчисления идут как раз за счет налогов тех, что платят южные корейцы. Только официальные организации и люди, которые живут и работают за пределами страны, должны пополнять казну государства. Хотя все может скоро измениться. Власти говорят, что правительство планирует вновь ввести подоходный налог. Боль мегаполисов. Нет пробок, шах и мат. Давайте вместе поищем желтые номера. Их нет? То есть среди всего местного транспорта практически нет личных автомобилей. Вы не опаздываете на час на званый ужин, а ваши гости не считают нормальным опоздание на полчаса. Не нужно закладывать 2 часа на путь до работы. Дороги свободные, а из транспорта преобладает общественный. Конечно, есть личные авто, но они очень редки и скорее являются исключением. Защитим своих. Многие предприниматели сталкивались с тем, когда производишь свой товар, успешно его реализуешь, и совсем скоро ты уже не можешь конкурировать по цене, объему и качеству товаров с пришедшими из-за рубежа старожилами рынка с отработанными в течение десятилетий бизнес-моделями. Ладно, если тебя поглотят по приемлемой цене, но чаще просто-напросто смещают на обочину, где медленно докатываешь свой путь под тихие звуки глохнущего двигателя. В КНДР условия для продвижения корейских товаров благоприятны как нигде в мире. Все потому, что интересы отечественного производителя ставятся здесь на порядок выше, чем заинтересованность в импортных товарах. Обособленность Северной Кореи в системе торговли является скорее плюсом, чем минусом, поэтому качественные товары корейских марок радуются отечественников своим качеством, длительным сроком службы, они заменяются сомнительными импортными аналогами. Производители, в свою очередь, обеспечивают население стабильной работой, трудовыми местами и достойной заработной платой. Свой собственный интернет. Не стоит думать, что Северная Корея безнадежно отстала от всего прогрессивного мира. Просто интернет этой страны принадлежит только ей, а всей остальной сомнительной информации нечего делать в головах северокорейских граждан. Кто-то скажет, что это нечестно по отношению к населению страны.
Ведь такая ограниченность не позволяет человеку сформировать целостную реальную картину происходящего в мире. В защиту интернета КНДР скажем, мы тоже понятия не имеем, что на самом деле происходит вокруг. Более того, переизбыток информации, отсутствие нравственности, доступность токсичного контента для детей, низкое качество и эмоциональная перенасыщенность социальных сетей уже сводят многих с ума. Поэтому имеет место быть контролируемый и огражденный рамками нравственности интернет Северной Кореи, как альтернативное мнение всеобщей паутине. Бесплатное образование. Всеобщее государственное обучение финансируется правительством КНДР. Образование в КНДР бесплатное и обязательное. Уровень грамотности населения очень высокий – 99%. Дети получают 1 год обучения в детском саду, а потом учатся в 4-летней начальной школе. Затем обучаются в 6-летней средней школе, после чего поступают в университет. Самый престижный университет в КНДР – университет имени Ким Ир Сена. Также в Северной Корее существуют и такие известные университеты, как Политехнический университет имени Ким Чхэка, университет иностранных языков, который обучает дипломатов и торговых чиновников свободному владению иностранными языками, университет имени Ким Хён Джика, который готовит учителей. Экономика. Несмотря на то, что КНДР – одна из беднейших стран в мире, ВВП на душу населения там на уровне Мадагаскара, страна имеет относительно своих размеров довольно серьезные рычаги давления. Сложно себе представить, чтобы аналогичная страна в Африке могла бы так шантажировать развитые страны мира по типу США, Япония или Южная Корея. Политическое влияние в мире отчасти достигается за счет шантажа ядерным оружием. Западные страны и вправду опасаются Северную Корею и вынуждены считаться с ее лидерами. Чуть подробнее об образовании в КНДР. Школьная форма в Северной Корее предоставляется государством. Родителям запретили покупать или шить школьную форму для детей самостоятельно. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что государство будет ежегодно предоставлять всем детям форму установленного образца. Иногда на всех одежды не хватает, а ее качество оставляет желать лучшего. В Пхеньяне гораздо тщательнее следят за наличием формы у детей, а в провинциях, где не бывает иностранных туристов, к этому относятся проще. Немалое внимание уделяется урокам физической подготовки. Боевые искусства, тэквондо и стрельба в тире входят в список обязательных дисциплин. В последнее время стали делать упор на изучение информационных технологий и в том числе блокчейн. Ради дополнительных часов информатики для одаренных детей в отдельных учебных заведениях даже отказываются от уроков химии, физики и биологии. Защити меня, Северная Корея. Безопасность – одно из базовых потребностей человека. В этом смысле население страны чувствует себя абсолютно защищенными от внешних врагов. Государство имеет слабую экономику, оно изолировано от всего мира. Однако армия Северной Кореи до сих пор считается одной из самых сильных в мире. Называется она Корейская народная армия. Главными лозунгами идеологии КНДР являются Чучхе, который означает опора на собственные силы, а также Сонгун, то есть все для армии. Армия Северной Кореи, численность по разным источникам от 1,1 миллиона до 1,6 миллионов человек, имеет небольшой бюджет. Например, в 2020 году он составлял всего $7 миллиардов. По сравнению с ведущими государствами, этот показатель ничтожно мал. Однако она входит в 5 сильнейших. Численность военной мощи КНДР может в любой момент дополниться 8 миллионами резервистами, а также структуры обладают 10 ядерными боеголовками. Что общего между КНДР и Канадой? В КНДР производители и потребители синтетических наркотиков, в первую очередь метамфетамина, подвергаются гонениям.
Наркоманов и наркоторговцев, которые даже умудряются экспортировать продукт в Японию, регулярно расстреливают. Зато в КНДР де-факто декриминализована конопля, которая свободно растет вдоль дорог или специально разводится для продажи на черном рынке. За ее потребление не предусмотрено наказаний. В 2022 году в СМИ появлялись сообщения, что наибольшим спросом марихуана пользуется среди военнослужащих. Она популярнее обычного табака. Так что если вы сторонник лечения и расслабления, welcome в Северную Корею. Шоу из книги рекордов Гиннесса. А вы знали, что самое масштабное и зрелищное шоу на планете было рождено и проводится каждый год именно в Северной Корее? Каждый год в первый день мая здесь проходят различные праздничные мероприятия, среди которых невероятно впечатляющее выступление 100 тысяч акробатов, музыкантов и других артистов. Театрализованное шоу «Ариран», проводимое с 1946 года, один из веских поводов посетить Северную Корею. Шоу включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое в мире спортивно-художественное выступление. Проводится оно в августе-сентябре несколько раз в неделю. Как правило, шоу приурочено к важным датам в истории корейского государства. Специально для проведения шоу в Пхеньяне был построен крупнейший в Азии стадион имени 1 мая, вмещающий более 150 тысяч зрителей. Это почти в 2 раза больше Лужников. Шоу состоит из массовых народных танцев, гимнастических номеров и акробатических трюков, подчеркиваемых звуковыми и световыми эффектами. Все это происходит на фоне шикарных декораций. И через декорации, и через номера нитью проходит мысль о КНДР как могучей процветающей державе. Климат. Природный и социальный. Задумывался ли кто-то из вас, почему великие умы человечества, важнейшие открытия на Земле, топовые картины, гениальные изобретения в большинстве своем существовали в самом недружелюбном природном климате? Когда жилище человека находится на экваторе, необходимо минимум усилий, чтобы обеспечить свое выживание. Люди же в более северных регионах с самого рождения относительно борются за место под солнцем, создавая в процессе своих активных действий все больше и все лучше. Так и Северная Корея. Несмотря на суровый политический климат, он всегда способствовал и будет способствовать большим достижениям. КНДР взрастила великих композиторов, кинорежиссеров, художников, таких как Джонсон Бак, Сук Джа О, Кюнг Сун Су, Ли Чан Хэ, Лин Чунь Фань, Чой Кван Хён, которые внесли весомый вклад в мировое развитие. Гастрономический рай. Один из самых животрепещущих вопросов любого человека – это, конечно, питание. Во время путешествия в Северную Корею вам покажется, что приехали в какой-то гастрономический тур. Завтрак обычно проходит в столовой отеля, а вот обед и ужин был в разных местах. Как правило, компании, занимающиеся организацией туров, фактически владеют сетью собственных ресторанов, в которые водят иностранцев. Такая бизнес-практика обычная для местных организаций и госучреждений в современной КНДР. В программу тура входит своеобразный гастрономический интерактив, самостоятельное приготовление блюд и мастер-классы. В среднем каждый раз подают до 9 блюд. Всегда приносят и знаменитую корейскую приправу – кимчи. Для иностранцев ее делают не очень острой. Для любителей сказок отдельно скажем, что никаких собак в местных заведениях туристы не едят. Экология или повестка дня. В КНДР работа по охране окружающей среды принимает общегосударственный и общенародный характер. Государства всегда ставят на первый план здоровье и интересы населения, и при разработке политики обращает глубокое внимание на охрану окружающей среды. Законом об охране окружающей среды, законом о предотвращении загрязнения атмосферы и другими законами запрещается все, что может оказывать негативное влияние на экологическую среду. При разработке плана производства и строительства государство уделяет первостепенное внимание тому, что может сказаться на окружающей среде.
Относительно новых промышленных объектов государство в едином порядке устанавливает установки для очищения сточных вод. А на промышленных предприятиях, в зданиях общественного назначения и населенных пунктах устанавливаются пылезащитные и другие разные установки для предотвращения загрязнения среды. Во всех уголках страны функционируют наблюдательные пункты, где проверяется состояние атмосферы и качество воды. Что хорошего в тоталитаризме? Да, законодательство в КНДР, мягко говоря, не самое радужное и дружелюбное. Но что если посмотреть на него с другой стороны? В таких законах есть одно огромное преимущество – преступность практически отсутствует. Нация растет здоровой и сильной, так как с детства все посещают секции, регулярно обследуются у врачей и много не едят. Ни одна женщина не имеет права взять в руки сигарету. За свободу, о которой мы говорили выше, и чувство безопасности нужно чем-то платить. Может, данная страна нашла ту самую валюту-оберег? Какой вывод, Шерлок? КНДР никого не трогает и никому не угрожает. У страны имеется боеспособная армия, которая может позаботиться о своем народе. Конечно, это далеко не пример и не идеальная модель марксизма. Но, тем не менее, страна доказала, что вполне себе может существовать на достойном уровне, будучи изолированной от внешнего мира. Жизнь учит нас, что не бывает категорично черного, как и не бывает категорично белого. Существуют только градиенты. Даже если Северная Корея темно-серый, то и она нас учит таким важным вещам, как умение полагаться на себя, на свои силы, быть профессионалом в своем деле и выполнять качественную работу, защищать свои вложения, свои инвестиции. Неоценимо важно брать ответственность за свою жизнь и делать вклад в развитие себя, своей семьи, мира, в котором ты живешь, и не ожидать, когда мир позаботится и принесет готовое вкусное блюдо на белом блюдечке с голубой каемочкой. Спасибо всем за то, что смотрели нас. Будьте внимательны и добры к людям вокруг. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!